Как я создал свою Зельду, и Unreal Engine 5 чуть не погубил все мои планы. Legend of Zelda Ocarina of Time для многих это лучшая игра в истории. С недавних пор я стал мечтать сделать что-то подобное. Дух приключений, загадочные подземелья и та самая атмосфера. Но я не ожидал, что моим главным врагом на пути к созданию игры будет не финальный босс, а сам движок. Сегодня я расскажу, как я строил мир, потерял все из-за бага Unreal Engine 5.7 и почему все-таки не сдался. Я увидел образ, который случайным образом собрал из ассетов. И мне захотелось вдохнуть в этот образ какую-то жизнь, историю. Мне это напомнило Зельду. Я хотел воссоздать ту самую формулу: открытый лук, уютная атмосфера, пастельные тона. Я начал с прототипа, придумал врагов, придумал, почему главный герой так выглядит и носит голову монстра за спиной. Так и не придумал, кстати. В Unreal Engine 5.7 это делать было довольно удобно до поры до времени. Дизайн уровня – это сердце Zelda-like игры. Я потратил примерно 2 недели на создание первой локации. Сделал систему врагов, они должны были патрулировать территорию и реагировать на игрока. В игре был торговец, монетки, тайные проходы и ловушки. Я не стал добавлять больший функционал, как в оригинальной Зельде, так как игра маленькая и каждая новая механика вынуждает расширять игровой мир и дизайн уровней под нее. Все работало идеально. Игра уже обретала лицо, я был в шаге от того, чтобы выложить свой первый билд. Но наступил момент сборки игры, и тут начались конкретные проблемы. Нет, боже! Нет, боже, прошу тебя, нет! Не надо! Нет! Это был специфический баг версии 5.7. Я пробовал все, чистил кэш, переустанавливал плагины, удалял баги, ничего. Мой проект превратился в тыкву, который живет только внутри редактора. Знаете, это чувство, когда опускаются руки. Я был готов удалить Unreal Engine навсегда. Никаких больше готовых ассетов, никаких больше игр. Я планировал в течение ближайших 2 лет активно использовать эти механики в разных играх, прокачивая свой уровень левел-дизайна, не тратя время на постоянное изучение новых механик, блюпринтов. Идея была такая: одна система и много игр на ней. Я мог перенести игру в старую версию Unreal Engine 5.4, на которой все собиралось, но карта не переносилась. Мне нужно было ее создавать заново, основную карту, на которую я потратил большую часть времени. Но потом я решил, если я не могу починить этот проект, скомпилировать в готовую игру, я просто вам его покажу. Это должно было выглядеть примерно так. Это ключ. Нет, кое-что получше. Это рисунок ключика. Я всю неделю искал решения, пробовал разные способы починить игру. Очень плохо спал по ночам, во сне мне снилась разработка игр, мой мозг просто не отпускал эту ситуацию. Я пробовал разные ассеты на замену и даже купил классный ассет с очень умными врагами, но когда я установил, он не работал, и виной была версия 5.7 Unreal. В общем, я негодовал, написал разработчику в Discord и заодно написал разработчику первого ассета. И по новому ассету мне никто не ответил. А вот по моей изначальной проблеме разработчик ответил сразу и сразу же помог. Оказалось, это реально специфическая ошибка данной версии движка. Решалась она переименованием некоторых файлов Carl. И вот он, заветный миг. Она компилируется. Она живая!
It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! In the name of God! В общем, этот баг научил меня главному. В геймдеме важен не столько код, модели или левел дизайн, сколько умение не бросить все, когда все идет не по плану. Это, по-моему, основной навык. Этот концепт, родившийся из образа, который потом и собрался в мини-игру, это, конечно, не Ocarina of Time. Это только начало, первый шаг на пути приключений короля лис. Всем спасибо. Ссылку на демку я оставлю в описании. Подписывайтесь и увидимся в следующем видео.